У России проблемы с нефтью. Граждане Израиля будут воевать в рядах оккупантов и крупная сеть торговли людьми в Индии. Обо всем этом расскажу подробнее. В эфире «Нехта» самые важные и интересные новости. У оккупантов нет возможности продвижения на Херсонщине. От этого страдают гражданские. Да, действительно, сегодня ночью впервые за 10 последних дней они отважились снова использовать на этом участке тактическую авиацию и запустить управляемую авиабомбу. Путин может решиться на использование ядерного оружия, потому что не встретил сильной критики после химического. Путин видит, что Шольц его боится, а американцы не выполняют свои обещания по поставке оружия, находя миллион причин и, соответственно, фиксируют, что ему нужно все. Польские фермеры анонсировали новую забастовку. Стоим дальше на баррикадах, протестуем. 20 марта анонсируем протест по всей Польше. В каждой гмине, в каждом уезде с 7 утра до 7 вечера вся Польша остановится. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Не забывайте ставить лайки, не забывайте оставлять комментарии, не забывайте подписываться на наши каналы. Это очень важно и совсем не сложно. Поехали. Продолжается эвакуация из 18 сел Харьковщины. В связи с усилением обстрелов такое решение приняла областная военная администрация. Это уже второе подобное решение. Прошлое было принято в ноябре 23-го, тоже из Куп'янського района області. Маємо вивезти звідти 161 дитину із, фактично, як мінімум, одним із батьків або тими особами, які їх заміщують, або іншими законними, фактично, представниками. Місця у нас для надання тимчасового помешкання, для проживання для цих сімей, для цих людей є. Тому наразі будемо спільно працювати із волонтерами, із нашими представниками Національної поліції, для того, щоб виконувати це завдання. В целом эвакуация объявлена теперь из 57 населенных пунктов 4 районов области. Также накануне оккупанты обстреляли Херсон, сбросили управляемую авиабомбу на жилой квартал. В дом прямиком она не попала, и это уберегло жизни людей, но тем не менее 3 пострадавших. Она называется управляемая авиационная бомба, и управляя этой бомбой, враг продолжает терроризировать мирное население. Да, действительно, сегодня ночью впервые за 10 последних дней они отважились снова использовать на этом участке тактическую авиацию и запустить управляемую авиабомбу. Это говорит о том, что ставки высоки, они пытаются ближе к выборам продвигать те нарративы, которые у них заложены в методичке, и пытаться усиливать их иллюстрациями. Как бы это страшно ни звучало, иллюстрациями с участием человеческих жертв. И то, что они пытаются увеличивать количество обстрелов населенных пунктов правого берега и конкретно областного центра Херсона, больше стало обстрелов на населенных пунктах, которые расположены ближе к устью Днепра, там, где на островах еще есть наблюдательные посты россиян, и они пытаются там маневрировать на лодках, которые фактически каждый день потом фигурируют в наших сведениях, как уничтоженный арсенал врага. И это говорит о том, что они пытаются таким образом, не имея возможности физического продвижения, демонстрировать свое присутствие, так называемое, на правом берегу. Атаки на нефтеперерабатывающие заводы России сократили возможности Москвы и заставили Кремль ввести запрет на экспорт топлива. Об этом пишет британская разведка в сети X, бывший Twitter. 1 марта Россия ввела 6-месячный запрет на экспорт бензина, чтобы стабилизировать цены на внутреннем рынке в условиях роста спроса на него. Правительство России будет особенно чувствительно к росту цен на бензин и другие товары повседневного спроса накануне выборов президента России 15-17 марта. В разведке пишут, что запрет на импорт сможет дать немного времени, чтобы отремонтировать заводы, но этот ремонт будет длиться дольше, чем обычно из-за санкций и нехватки комплектующих. К тому же и Турция отворачивается от России, и турецкий терминал прекратил принимать оттуда нефть. В России наступил огромнейший дефицит топлива, поэтому они запрещают его вывоз, поскольку надо продолжать снабжать
в больших объемах, в больших масштабах российскую армию, поскольку мало того, что масштабы этого вторжения очень большие, но для того, чтобы обеспечивать временно оккупированные территории Украины, нужно очень много транспортных затрат, потому что это работа на чужой территории, по намного возросшей логистике, а это все требует топливного обеспечения, как и сами вооруженные силы России, также ничто не едет, не движется без топлива. Поэтому запрет на вывоз топлива, это говорит как раз о дефиците, и другого метода пока Россия не может использовать. Но с продолжением, я уверен, мы все понимаем, будут продолжения вот этих целевых атак вооруженных сил Украины на российские энергообъекты, в том числе нефтеперерабатывающие заводы. И из этого можно прогнозировать, что дефицит топлива в России будет только возрастать. Путин может решиться на применение ядерного оружия локально, запустив из гаубицы или скинув из самолета небольшого заряда тактический ядерный снаряд. Об этом говорит экс-заместитель украинского генерального штаба. Путин видит, что Шольц его боится, а американцы не выполняют свои обещания по поставке оружия, находя миллион причин и, соответственно, фиксирует, что ему можно все. Путин отчетливо видит всю картину и в нужный момент поднимает градус напряжения, заявляя о возможности нанесения ядерного удара. И это действует на наших партнеров. Кстати, к ядерным угрозам. Россия постоянно добавляет новые красные линии. Раньше это было не бить ракетами по Крыму, но мы уже не обращаем внимания на линии, а просто уничтожаем врага. Показываем лидерам стран-партнеров, что Путин понимает только силу и больше ничего. Генерал считает, что если мир закрыл глаза на использование химического оружия, хотя и звучали громкие заявления о том, что если будут доказательства, то Путин пожалеет и будут очень жесткие меры, то Путин повышает ставки в этой игре и готов испробовать ядерное оружие. Граждане Израиля будут воевать за российскую армию. О такой опасности предупреждает Министерство иностранных дел страны на своем сайте и призывает пересмотреть свои планы, если в них есть визит в Россию. МИД обращает внимание общественности на то, что гражданин Израиля, который также имеет российское гражданство или имеет на него право, но еще не получил его и который въезжает, находится или будет оставаться на территории Российской Федерации, подчиняется законам и правилам России, включая решения, касающиеся набора граждан в российскую армию, а также требования к въезду и выезду за границы государства. Даже гражданам, у которых пока нет паспорта РФ, рекомендуют не ехать туда во избежание проблем с выездом. В Индии раскрыли крупную сеть торговли людьми, которая заманивала молодых людей в Россию обещанием работы, а затем заставляла их воевать в Украине. По данным Центрального бюро расследований Индии, в рамках этой схемы в Россию было отправлено около 35 человек. Ранее в МИД Индии говорили о 20. Несколько индийских граждан были обманом привлечены к работе в российской армии. Мы решительно взялись за решение вопроса о скорейшем увольнении таких индийских граждан. Начаты решительные действия против агентов и недобросовестных элементов, которые вербовали их под ложными предлогами и обещаниями. Вчера Центральное бюро расследований раскрыло крупную сеть торговли людьми, проведя обыски в нескольких городах и собрав улики. Мы по-прежнему привержены скорейшему освобождению наших граждан, служащих в качестве вспомогательного персонала в российской армии, и их последующему возвращению домой. По меньшей мере двое отправившихся в Россию в качестве так называемых помощников в армии погибли во время боевых действий на фронте, сообщили члены их семей. Посольство Индии в России подтвердило гибель одного из них. Министерство иностранных дел России не ответило на просьбу дать комментарий по этому вопросу. Нью-Дели и Москву связывают тесные отношения на протяжении десятилетий, и Индия отказалась осуждать Россию за войну с Украиной, призывая обе стороны прекратить конфликт путем диалога и дипломатии. Индия также увеличила закупки дешевой российской нефти, что вызвало недовольство в ряде западных столиц. Соединенные Штаты выделяют $7 миллиардов для островов Тихого океана. Маршалловы острова, Палау и федеративные штаты Микронезии.
получит 7,1 миллиардов долларов. Financial Times пишет, что эта сумма выделяется в обмен на эксклюзивное военное присутствие Соединенных Штатов. Территориальные воды этих государств в сумме около 4000 километров составляют. Это Тихоокеанский очень важный стратегический регион, и США смогут там теоретически размещать ракеты, радиолокационные станции дальнего обнаружения, проводить испытания межконтинентальных баллистических ракет. Польские фермеры анонсуют еще большую забастовку в стране. Вся Польша остановится, угрожают они. Говорят, что на встречах с правительством ничего не сдвигается с места. Следующая такая встреча в формате правительства фермеры назначена на 11 марта. В ней примут участие около 10 представителей от аграриев. На этой встрече должны будут наработать механизм компенсации за зерно, которое остается на складах у фермеров. К тому же премьер-министр Польши заявил, что закрывать границу не будет. Но, тем не менее, 20 марта они снова выйдут на улицу. Стоим дальше на баррикадах, протестуем. 20 марта анонсируем протест по всей Польше. В каждой гмине, в каждом уезде с 7 утра до 7 вечера вся Польша остановится. Дети не доедут до школ, люди не доедут до работ. Но у нас нет другого выхода. Наши хозяйства на грани банкротства. Должны сделать все, чтобы правительство нас начало серьезно трактовать. Должны дожать. Просим прощения за неудобства. Напомню, после предыдущего такого масштабного протеста было арестовано более полусотни человек после стычек с полицией. Многие из них были в состоянии алкогольного опьянения. Спасибо, что смотрите, спасибо за доверие. Жду ваших комментариев, лайков, репостов. Жду, что вы подпишетесь на наши странички. Это совсем не сложно, но расширит аудиторию этого видео. Ну а на этом у меня все. До встречи и хороших вам новостей.